Я хочу предоставить слово вице-премьеру Республики Абхазии Воронову Юрию Николаевичу. Дорогие братья и сестры, граждане Республики Абхазии, сегодня мы с вами провожаем в мир иной замечательного человека, замечательного гражданина нашей республики, человека, который понимал, что главная суть государства – это кормить людей, это заниматься тем, чтобы не было голодных и сирых, а если они есть, чтобы они чувствовали себя теплее и лучше в том мире, в котором им было суждено жить. Этого человека покарала рука сатанинских сил. Добро и зло – это вечная борьба в человеческом сообществе. Каждый из нас в каждую минуту своей жизни участвует в этой великой борьбе. В конечном итоге добро всегда побеждает, но сплошь и рядом, к сожалению, оно побеждает через жертву. Великие представители религий, как, например, Иисус Христос, они смогли укрепить свои идеи только путем жертвы. Когда их прибивали к кресту, они погибали, через эту гибель затем утверждалась та идея любви, взаимной любви и поддержки, которая нас поддерживает сегодня и будет поддерживать до тех пор, пока существует нормальное человечество. Те люди, которые совершили это злодеяние, это нормальный совершенно террористический акт, прежде всего, против государства Абхазии. Потому что, как бы там ни было, Игорь Кортова был частью той идеологии, которая позволяла этому государству существовать, которая позволяла этому государству укреплять свои позиции и в сознаниях людей, и на той территории, на котором судьба выдала этому государству иметь власть. Если будут погибать такие люди, как Игорь Кортова, сегодня он приносил добро людям, и его убили. Завтра представитель другой благотворительной организации погибнет. Послезавтра представитель третьей благотворительной организации, то это все означает распад нашего сообщества. Это удар по самому той жизни, в которой мы с вами живем. Это удар по основам той безопасности, которая каждому из нас сегодня необходима. Убили Игоря Кортова, сожгли школу, изгнали врача, кардиолога лучшего в Абхазии, похитили кого-то и за него требуют деньги, грабят и убивают женщин и детей, стариков и так далее. Все это проявление продолжение одной и той же войны, которая была начата несколько лет назад против нас и которая сегодня продолжается в других формах. И я призываю вас всех сплотиться во имя добра и справедливости, и пусть эта смерть еще раз послужит тому же добру, какому послужила смерть Иисуса и других мучеников за веру и за справедливость. И пусть мы с вами сделаем все так, чтобы дальше таких вещей не повторялось. Вечная память и вечная слава героям жизни, мученикам за веру и за справедливость в человеческом сообществе. Светлая память Игорю Кортову, и пусть побольше будет таких людей в нашем сообществе. Именно такие люди определяют, мы люди или не люди. А те, кто им противостоят, они действительно, как здесь было сказано, они уже вошли в ад. Они боятся, они мучаются. Они все равно рано или поздно получат свое наказание. Это наказание будет страшным. Ничто в сравнении с тем наказанием, которое получают все остальные люди, которые не совершили никакого зла. Еще раз, светлая память. Побольше таких сыновей Абхазии, каким был Игорь Кортова. Мы все скорбим, правительство Абхазии скорбит вместе Верховный Совет, Кабинет министров, парламент. Мы все скорбим, мы все опускаем голову перед прахом этого человека и постараемся сделать все от себя зависящее. И призываем весь народ Абхазии сплотиться и сделать все от него зависящее, чтобы такие больше потери у нас не повторялись. This is a very sad occasion for me to be present. Мне очень грустно находиться здесь по этому поводу. I met the deceased person only once when he came to the delegation because ICRC
support the canteen, the Hare Krishna canteens with food parcels. Я встретилась с усопшим только один раз, когда он пришел к нам в Красный Крест, потому что Красный Крест дает пищу для столовых, которые делают сознание Кришны, пищу для жизни. I remember well his gentleness and his kindness and his concern for the poor. Я помню, какой он был добрый, какой он был вежливый, и как он заботился о бедных и несчастных, голодных людях. On behalf of ICRC, I would like to extend our Лице Игоря Кортуа он спасал жизни стариков, людей немощных, детей и женщин. Он погиб трагически. Все общество сознания Кришны очень достойно, всегда, каждый день проводило свою подвижническую работу. И мы хотим сказать огромное спасибо всем тем, кто не забыл бедных, всем тем, кто стоял самыми-самыми несчастными людьми в это трудное время. Пусть будет этот путь неземной, самым светлым для него. Кришны, и в память Игорю Кортову хотел прочитать Гелилов Даниил Борисович. Эти стихи я написал, когда Игорь Кортуа был еще жив. К сожалению, читать мне их приходится. Они в свое время были опубликованы, читать мне приходится их, когда его нет. Обед у кришнаитов. Здесь не встретишь ни принца, ни графа. Это царство голодных очей. У Сухумского телеграфа кришнаиты кормят людей. В дни разгула безумства в мире, когда жадность вершит свой суд, ни к себе, ни в свои квартиры пищу людям они несут. А вчера, если вспомнить даты, кришнаитов карал закон, и тюремные казематы заменяли им отчий дом. Нынче ж ходит сюда за обедом тот, кто камень бросал им вслед. Но для них это не победа, торжества над голодным нет. Харе Кришна, добро не за плату, пусть их вера живет вовек. Перед ними снимаю шляпу, я неверующий человек. Теперь мы хотели предоставить слово представителю русской общины Логинову, другу Игорю Кортову. Я скорблю вместе со всеми присутствующими, со всей республикой. Я хочу сказать, что этот человек, мой друг Игорь Кортуа, он пострадал за свои убеждения, пострадал задолго до этого факта. Я помню десятилетия тому назад. Каким он был, таким он и остался. Он был естественным человеком, и самое главное, остался таким до конца. Hare
Hare